Глава 301. Дополнительный доход. Торговое чудо мгновенно превратилось в крупную компанию с властью в имперском городе. За несколько дней после появления в городе театров многие стали поклонниками кино. Но торговое чудо не просто достигло прорыва в бизнесе, но и совершило много внутренних прорывов. Самым большим сюрпризом стал прорыв Чэнь Биньюй. Даже Чутянь не думал, что она так быстро прорвется. Это значило, что у Чутяня появился телохранитель, сравнимый с маркизом Южного лета. Если учесть трупов инь, то людей, способным справиться с Чутянем, можно было посчитать по пальцам. Чтобы отпраздновать это великое дело, Чутянь лично устроил для Чэнь Биньюй торжество. Мэн Цину сидела у себя в кабинете, из окна лил солнечный свет, освещающий красивое тело, скрытое под белым халатом. Аккуратно уложенные волосы, красивое лицо без недостатков, благородный темперамент и стиль, даже суровый взгляд не мог найти в этой женщине ни одного изъяна. Она была реинкарнацией совершенной богини. Мэн Цин-У отвечала за компанию и не была такой свободной, как Чутянь. Она изучала финансы и статистику, планируя дальнейшие шаги по развитию компании. Недавно они потратили много денег, чтобы построить театры и другие помещения, отдав не меньше 200-300 миллионов золотом. Но финансовое положение торгового чуда до сих пор было расслабленным, быстрыми темпами продавались талисманы, таблетки, консервы и обычные товары. Даже у чудесного вещания и зала Целинь выросли доходы. Услуги, предоставляемые торговым чудом, приносили все больше денег, поэтому торговое чудо так быстро развивалось. Мэн Цин-У была очень дотошной. Хоть торговое чудо и было богатым, Мэн Цин-У ситуация не устраивала. Несколько сотен миллионов золотом были ее запасом. Как использовать эти деньги, чтобы получить больше? Отвечала за это Мэн Цин-У, так она могла доказать свою ценность. Чутянь был таким сильным, и как она могла не чувствовать облегчения, занимая место вице-президента, Мэн Цин-У всегда была благодарна Чутяню. Если бы не Чутянь, ей трудно было бы закрепиться в городе Южного неба, что уж говорить про нынешнюю славу. Чутянь помог двум сестрам продвинуться. Мэн Цину оставалось лишь усердно трудиться, чтобы отплатить ему, что еще ей оставалось. Она могла отплатить ему своим телом. Эй, что за мысли? Поразмыслив, Мэн Цин-У составила важный план. Она решила разделить резерв на 3 части. Первую часть нужно было вложить в исследовательский отдел, чтобы совершенствовать технологии торгового чуда. Вторую часть нужно было использовать для расширения. Нужно было завербовать среди граждан талантливых людей, чтобы расширить секту Чу. Торговому чуду нужно было больше талантов и экспертов. Третью часть нужно было вложить в силу. Пользуясь каналами торгового чуда, Мэн Цин-У собирала по всему королевству небесные и земные сокровища. Особенно предметы с энергией звезд, которые можно было применять, культивируя высочайшую технику торгового чуда «Бессмертное звездное тело». Мэн Цин-У обдумывала детали плана. Просмотрев ряд документов, Мэн Цин-У отправила в каждый отдел дополнительную информацию. Мэн Цин-У управляла доходами от рекламы на чудесном радио, а Мэн Ин отвечала за консервы. Больше всего Мэн Цин-У удивляла шокирующая перемена зала Целинь, которым руководила Нань Гун Юнь. Принц публично заявил, что вступит в зал Целинь. Этот Дун Фан Хажань был очень откровенным человеком. Несколько дней назад его тяжело ранили, однако он не только не отомстил, но и присоединился к их дадзё, чтобы стать лучше. Среди молодежи великих семей было мало таких, как Дун Фан Хажань. Это был шанс, Мэн Цин-У воспользовалась этим шансом, чтобы создать шумиху. Позиция Дун Фан Хажаня была высокой, и если он присоединится к залу Целинь, для торгового чуда это будет отличный шанс. Они могли добраться до него через зал Целинь и сделать его частью компании. Сможет ли зал Целинь поддерживать Дун Фан Хажаня? Не проблема, знание зала Целинь создавал лично Чутянь. Вкусив их, маниакальный культиватор Дун Фан Хажань станет зависеть от них, как от наркотиков. Разве не так было с Чэнь Биньюй? Присоединившись к залу Целинь, Дун Фан Хажань вызвал шумиху, а потом встал вопрос о работе королевской семьи и торгового чуда над фильмом. Люди размышляли о взаимоотношениях королевской семьи и торгового чуда. Для торгового чуда это было большим преимуществом. Если говорить о фильме, то Мэн Ин уже подготовила свою команду к съемкам. Из национальной казны уже поступили все необходимые материалы, поэтому недостатков в работе не было. Мэн Цин-У этого было недостаточно. В это время снаружи раздался голос. Пришла для встречи президент Хань из компании «Пламенной розы», наконец-то губы Мэн Цин-У изогнулись в улыбке. Компания «Пламенной розы» была компанией имперского города, сосредоточившейся на производстве доспехов и оружия. Именно они поставляли штормовой кавалерии оборудование и получали по несколько миллиардов в год. Они были действительно большой компанией. Прибыв в зал заседаний, Мэн Цин увидела председателя компании «Пламенной розы». Это была 40-летняя женщина со светлой кожей и пухлым телом, которая на вид казалась девушкой 28 лет. Все называли ее мадам Хань.
Мадам Хань приехала лично, это такая честь. Мэн Цин лично налила ей чашку эльфийского зеленого чая. Мадам Хань посмотрела на Мэн Цину, глубоко вздохнула и похвалила. «Молодая госпожа Мэн еще красивее, чем я себе представляла, ты действительно молода и перспективна. 2 месяца твоей работы в имперском городе действительно поражают». О чем говорит мадам Хань? Как торговое чудо могло возникнуть без 50 лет работы компании «Пламенной розы»? Старость разложения не может сравниться с многообещающей молодежью. Мэн Цину не стала ходить вокруг да около и спросила прямо. «Мадам Хань слишком вежлива. Ты здесь для... У меня есть выгодный план, и мне любопытно, интересует ли он младшую Цину. Ты могла бы его изложить. Я лично посмотрела сегодня фильм и обнаружила, что очарование фильма ни с чем не сравнить. Безусловно, в имперском городе и стране Южного лета он будет хитом. Думаю, почему бы не развить эту индустрию? У меня есть идея. В следующем фильме большинство главных героев должны быть одеты в цвета компании «Пламенной розы» и носить кое-какие символы. Мэн Цин нахмурила брови, словно ее поставили в неловкое положение. Будьте уверены, мы не станем вмешиваться в творческий процесс. Воинам и солдатам нужно снаряжение, верно? Спросила мадам Хань. Если вы снимете оружие и доспехи нашей семьи, мы заплатим вам 20 миллионов. Вдруг Мэн Цин улыбнулась. Мадам Хань, это несложно, но 20 миллионов — слишком низкая цена. 20 миллионов недостаточно. Мадам Хань уставилась на нее. Это же просто доспехи и оружие с символами, просто как рукой махнуть. Однако это реклама вашей компании. Раз об этом подумала мадам Хань, значит, и другие бизнесмены рано или поздно до этого додумаются. Думаешь, 20 миллионов достаточно? Сколько ты хочешь? Как минимум 100 миллионов. Мадам Хань была в шоке, лев разинул свою пасть. 20 миллионов были совсем небольшой суммой, однако Мэн Цин действительно попросила 100 миллионов. Половина стоимости фильма за то, чтобы добавить несколько логотипов, это слишком легкие деньги. 100 миллионов — это слишком много. Горько посмотрела мадам Хань. Это новый продукт, мы не знаем, какими будут последствия. Если мы столько заплатим и не получим эффекта, мы много потеряем. В лучшем случае я дам 50 миллионов, не больше. Улыбнувшись, Мэн Цин спокойно произнесла: «Вообще-то я собиралась устроить встречу с другими компаниями, которые хотят сотрудничать. Торговое чудо планирует построить театры в других городах, и реклама будет обширной, поэтому я уверена, что остальные заинтересуются. Если цена кажется мадам Хань слишком высокой, естественно, ее заплати кто-нибудь другой». Мадам Хань хотелось плакать, но она сдерживалась. 80 миллионов. Это уже предел. Глотнув чай, Мэн Цин спокойно сказала: «Я могу поделиться таликой секретной информации. Торговое чудо будет сотрудничать с королем Южного лета, чтобы снять фильм о взлетах и падениях королевства. Там будет сражение 1000 солдат. К тому же, король Южного лета сделает этот фильм шедевром страны Южного лета. Думаешь, 100 миллионов — это слишком много? Должна сказать, мадам Хань, что это текущая цена. Чем больше театров мы построим, тем сильнее будет влияние, и цена тоже изменится. Уважаю молодое поколение». Наконец сдалась мадам Хань. Значит, 100 миллионов. Лучше показать наше полное обмундирование и похвалить его. Нет проблем, обе женщины достигли соглашения и сразу подписали контракт. Мэн Цин слабо улыбнулась. «Маяк Великого Лета еще не сняли, а они уже получили 100 миллионов от компании «Пламенной розы» и деньги на производство от короля. Была и цена показа. Это были слишком легкие деньги. После того, как ушла мадам Хань, пришли искать встречи другие купцы. Некоторые хотели сотрудничать, а некоторые хотели попасть в кино. Предлагали все — логотипы, рекламные объявления, роли в фильме, даже личные истории. Мэн Цин была права, торговому чуду не нужно было зарабатывать на билетах. Фильм еще не сняли, а они уже получили 200-300 миллионов золотом. Кто смел сказать, что фильмы не приносят денег? Это были чудовищные суммы. Мэн Цин была полна ожиданий насчет фильмов. Уже скоро в большинстве крупных городов страны Южного лета появятся театры. Это будет время, когда торговое чудо утонет в богатстве. Глава 302. Эльфийские гости. Театр открыли за 7-8 дней, а популярность его в имперском городе не снизилась, а лишь набрала силу. Теперь, чтобы увидеть фильм своими глазами, приходили все дворяне, богачи, купцы и поклонники из окрестных городов. В театрах имперского города не было свободных мест, каждый день их забивали люди. Один только входной взнос был большим, не говоря уж про расходы в театре. Если судить так, что примерно через месяц торговое чудо не вернет свои инвестиции полностью, зато получит много прибыли. 4 театра. Всего сейчас было 4 театра. У торгового чуда было всего 4 театра, и такой успех.
Если бы у них было 8, 16, 32 или даже 100, кто сказал, что театры не приносят деньги? У них были прекрасные перспективы, и это без учета других созданных театрами доходов. В имперском городе появился высокий стройный мужчина, скрывающийся под темно-зеленым плащом и большим капюшоном, под которым виднелось красивое лицо. Темно-зеленые волосы, красивые и гладкие, спадали вдоль лица. Запястье, показывающееся из-под рукава, было нефритово-белым, и это ошеломляло многих женщин. Ауберсон смотрел на театр имперского города с интересом. Если бы кто-то увидел его истинную внешность, то, несомненно, поразился бы. Это был не просто мужчина, красота которого была даже прекраснее женской, у него были заостренные уши, отличающие его от людей. Никаких сомнений, что это был эльф, эпоха эльфов была даже раньше эпохи духовных зверей. Эльфы были не только красивыми, их жизнь была как минимум в 8 раз дольше, чем у людей. Как существа, прожившие долгое время, они умели наслаждаться жизнью и любили искусство. Каждый эльф был ученым с глубокими знаниями, а большинство владело самыми разными видами искусства. Вокруг страны Южного Лета не было никаких эльфийских стран, а этот эльф попал в страну случайно. Услышав много интересного, он решил осмотреться. Кино. Интересно, среди людей, сражающихся друг с другом и ослепленных жадностью, действительно были те, кто понимал искусство. Это была воистину удивительная вещь. Ауберсон побывал во многих странах мира, но это особое чувство в нем вызывала лишь страна Южного Лета, Малое Королевство. Хоть оно и было малым, но тут были вещи, странные даже для великих королевств. Например, электрический свет, источники энергии, громкоговорители и даже радиостанции. Он действительно не понимал, что это были за люди. Хоть билеты на эти дни и распродали, Ауберсон знал один способ. Места для продажи были зарезервированы, а большинство стоили по 100 тысяч золотых. До показа оставалось 3 часа. Ближайший к Ауберсену кинотеатр располагался в 10 минутах ходьбы. «Я хочу зарезервировать место в кино», — произнес Ауберсен на обычном человеческом языке, а легкая интонация придала его голосу благородство. Его белая рука положила на стол несколько духовных камней. Этого достаточно, духовные камни. Сотрудники торгового чуда были в шоке. Духовные камни искрились. Энергия была не только чистой, но и очень сильной, то есть это был исходный камень среднего класса. Один такой камень равнялся 100 камням низкого класса, а один камень низкого класса равнялся 10 тысячам золотых монет. Это значило, что тут несколько миллионов золотых монет. Достаточно. Не стали пренебрегать шансом сотрудники. Любой, имеющий при себе духовные камни, был заграничным культиватором. Не говоря уже о том, что этот оказался настолько щедрым. Просим господина минуту подождать. Места для резерва были разными. Были еще и отдельные комнаты, чтобы зрителей никто не беспокоил. В них был особый обслуживающий персонал. Войдя в театр, Ауберсон заказал несколько порций жареной энергетической еды. Достав несколько духовных камней, он попросил сотрудников взять чаевые. Те чуть не рухнули в обморок от счастья, потому что эти чаевые равнялись их зарплате за 50 лет. «Можете идти, не беспокойте меня». Да, с лицами, наполненными радостью, сотрудники немедля ушли. Поймав палочками кусок мяса, Ауберсон положил его в рот, и у него загорелись глаза. Он приятно удивился, как люди могут готовить такую удивительную пищу. Она не уступала еде, приготовленной эльфийскими гурманами. Воистину, страна Южного Лета была местом, полным приятных сюрпризов. Экран загорелся светом, и начался фильм. Сначала из громкоговорителей вырвался орлиный крик, который заполнил весь зал. Синхронизированный с красивой картиной, он вселял в людей чувство, будто они прям там. Интересно, это сразу привлекло Ауберсена. Неважно, о чем шла речь, об изображении или об эффектах, у него не было слов. Сюжет фильма медленно разворачивался, обрастая элементами, связанными друг с другом. Мужской герой был сообразительным, король демонов жестоким, и еще там была простая и чистая любовь. История была полна сюжетных поворотов, взлетов и падений, и в итоге мужчина и женщина прожили вместе счастливую жизнь. Хорошо, как хорошо, все разразились аплодисментами. Ауберсон очень разволновался. Он путешествовал по многим местам, но впервые видел такую новую и интересную идею. Он действительно не напрасно отправился в Малое Королевство Южного Лета. Когда все приготовились уходить, потухший огромный экран вдруг снова засветился. На экране появилась красивая девушка с легкой улыбкой. Ах, разве это не принцесса? Идиот, принцесса — это роль. Это исполнительный директор торгового чуда, молодая госпожа Мэн Ин, это потрясло эльфа. Он не ожидал, что существует технология, позволяющая людям общаться на дальних расстояниях. «Приветствую всех, меня зовут Мэн Ин. Театр работает уже неделю, и мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку торгового чуда». Аудитория разразилась бурными аплодисментами.
Как они могли не поддерживать хорошую вещь, которая была настолько дешевой? У торгового чуда была совесть, Мэнин сказала всем. Чтобы поблагодарить всех за поддержку, торговое чудо выпустило новый продукт — проигрыватель видеодисков. Отойдя в сторону, Мэнин представила всем странную вещь. У нее был очень большой экран, зеркало для передачи изображений метра на 2. Слева и справа располагались динамики, а позади виднелся черный ящик. Это новейший продукт торгового чуда — проигрыватель видеодисков. С его помощью можно смотреть фильмы торгового чуда. Количество ограничено, и в день будет продаваться по 10 штук на аукционах, но в будущем мы пустим их в производство. Продажа будет проходить публично, поэтому приветствуем тех, кто придет и попытается их купить, это была реклама. Проигрыватель очень взбудоражил людей. Но 10 в день действительно было слишком мало. Имперский город не испытывал недостатка в богачах. Обычные люди даже думать не смели про аукцион. Взволнованный, Ауберсон сразу же отправился на аукцион. Продали 10 проигрывателей, и к каждому из них прилагался диск с кроваво-красной войной, чтобы люди могли смотреть его где угодно. Более того, в будущем люди смогут покупать фильмы после показов и смотреть их дома. Наводнившие аукцион люди стали делать ставки. 500 тысяч, 1 миллион, даю 5 миллионов. Покрасневшие аристократы конкурировали друг с другом, но вдруг в толпе раздался мягкий голос. 100 миллионов. Все чуть не сплюнули кровью. Кто это? Черт возьми. Такой, он вообще понимает ценность денег. Даже в имперском городе 100 миллионов золота были немалой суммой. Сотрудники торгового чуда были в шоке. Когда в этом мире появился такой безумец, Ауберсон не понимал этих людей, потому что названные 100 миллионов не были для него роскошью. Он вышел на сцену, и на его белом пальце вспыхнул свет. Дождем посыпались духовные камни, образовавшие небольшой холм. Могу я забрать его сейчас? Да, духовные камни чуть ли не ослепили сотрудников торгового чуда. Ауберсон подошел к проигрывателю и поднял правую руку. Сжавшись, проигрыватель скрылся в кольце, что было на его пальце. Кольцо пространства. Это легендарное кольцо пространства. Оно стоит как минимум несколько десятков миллиардов золотом, от шока люди задыхались. Предмет пространства уже был бесценным сокровищем, не говоря уже о простом в использовании кольце пространства. Этот загадочный парень обладал не только потрясающим количеством денег, но и предметом пространства. Наверняка он был из Большого Королевства или даже выше. Этого оказалось достаточно, чтобы людей Малого Королевства Южного Лета охватил страх. Обижать этого человека было нельзя. Неважно, насколько сильными были семьи страны Южного Лета, если они оскорбят человека из Большого Королевства или Империи, хватит одного вздоха, чтобы смести их, а Ауберсену не нравилось привлекать человеческое внимание. Если бы ему не понравился этот проигрыватель, он бы не затеял эту суету, а Ауберсен не думал, что извлечет из поездки такой приятный сюрприз. Не спеша уходить, Ауберсен купил несколько десятков магнитных звуковых машин, фонографов и несколько магнитных звуковых дисков на разных рынках, потратив несколько сотен миллионов золотом. Важна ли была ему даже часть этих денег? Конечно, была причина, по которой Ауберсен покупал эти предметы. Перед тем, как он уехал, маленькая принцесса потребовала у него подарок. Для Ауберсена это было небольшой головной болью, потому что какого сокровища не было у маленькой принцессы. Он просто не мог купить ей дракона, он не мог опечалить принцессу. Если он ничего ей не привезет, ей это не понравится. Ауберсен не хотел представлять последствия. Наконец он с облегчением вздохнул. Эти странные новые игрушки, несомненно, обрадуют принцессу, однако Ауберсен и представить не мог, что вместе с проигрывателем для принцессы он привезет в эльфийский лес бесчисленные неприятности. Глава 303. План нападения на север. Старшая. Вошла в дверь Мэн-Ин, охваченная радостью. Быстро шагали стройные и изящные ноги. Проданы все 10 проигрывателей, и каждый стоил больше миллиона золотом. Ты знаешь, за сколько купили самые дорогие? Немного ошеломленная Мэн Цин задумалась. Мэн-Ин была человеком, который познавал мир, так что ее ничего не волновало. Даже 10 миллионов немного удивили бы ее, но не выбили бы из колеи. Неужели больше 100 миллионов? Ба, старшая действительно посмела угадать, и ответ правильный. На личике Мэн-Ин проступили шок и неверие. Поверить не могу, что человек потратил на проигрыватель больше 100 миллионов. В продаже все они будут стоить от нескольких сотен до 1000 золотом. У него действительно слишком много денег, не может быть. Больше 100 миллионов. Удивилась Мэн Цину, а потом поняла, что дело это непростое. Ты изучила его личность? Да, но мы ничего не нашли. Он приехал из-за границы и заплатил духовными камнями. Кажется, он уже покинул имперский город. Нахмурив брови, Мэн Цину задумалась. Влияние торгового чуда начинает проникать в другие страны. Интересно, хорошо это или плохо?
Надеюсь, это не принесет нам проблем. В стране Южного Лета торговое чудо уже зарекомендовало себя. Хоть это была не самая богатая и крупная компания, она была самой великой. Нынешние тенденции развития уверяли, что в итоге она станет компанией номер один. Страна Южного Лета была малым королевством. Рост торгового чуда в малом королевстве был ограничен. Мэн Цин упланировала расширять деятельность до других стран, но пока было слишком рано. Если они нацелятся на огромное чудище, страна Южного Лета не сможет их защитить, но это было неизбежно, и нужно было увеличить темп развития, а не бояться будущего. Кажется, усилить нужно было все факторы, особенно темпы получения материалов. Они смогут создать базу на континенте, лишь став сильнее. Где Чутянь? Он только что ушел. Мэн Цину не могла не понять, о чем думает сестра. Его искал великий ученый. Произошел инцидент на оружейном заводе, и он решил с ней разобраться. Взгляд Мэн Ин стал несколько разочарованным. Мэн Цин засмеялась. Сегодня вечером во дворце будет королевский банкет, приглашены все дворяне. И некоторые из нас. Ты уже звезда, поэтому приготовься и не дай торговому чуду потерять лицо. Участие в королевском банкете, естественно, Мэн Ин не могла сплоховать. Хорошо, я пойду приготовлюсь. Чутянь прибыл на оружейный завод имперского города, который выбрал безмолвный правитель. Он находился в 20 километрах от имперского города, глубоко в горах. Окружающий лес патрулировали эксперты семьи Дунфан, мимо них не могла пролететь ни одна птица. Безмолвный правитель слишком осторожен. Это обычный завод энергетических источников, нет нужды в таких усилиях. Не говоря ни слова, Гоу Цань Цу следовал за Чутянем. Мальчишка говорил так небрежно. Неужели он не понимает, что для страны Южного Лета значит энергетический источник? Долгие годы страну подавляли гончие войны, и энергетическое оружие было единственной возможностью поквитаться с ними. Король Южного Лета был с Чутянем так вежлив, в основном из-за технологий энергетического оружия. Сначала Чутянь подтвердил свою личность, а потом вошел в объект. Пройдя через пещеру в горе, он, наконец, оказался на заводе. Громыхали и шевелились 500-600 механических прессов и несколько десятков печатных машин. Каждый работник был одет в униформу с символом семьи Дунфан. Естественно, оборона завода была очень строгой. Вокруг было много кровавых генералов семьи Дунфан, которых сопровождали огромные демонические собаки. Завод развился до такой степени. Не без причины удивился Чутянь. Императорский оружейный завод открыли через 2 месяца после центрального завода. Он не думал, что первый завод уже догнал по статусу второй. Он уже работал, производя одну деталь за другой, отправляя их на секретный склад. Гравировкой рун занимались несколько сотен экспертов. Половина запасов оружейного завода принадлежала торговому чуду. Чем больше создавала семья Дунфан, тем больше у торгового чуда было прибыли великий ученый Гоу, великий ученый Чу. С уважением поприветствовал их высокопоставленный представитель семьи Дунфан, взгляд которого был проникнут уважением. Большое спасибо, что прибыли на наш императорский завод. Правитель долго ждал, пожалуйста, идите за мной. На безмолвном правителе не было доспехов, он был одет в обычный халат. Но люди не могли игнорировать существование безмольного правителя, словно он был обнаженным мечом или орлом, который смотрел вниз с вершины горы. Безмолвный правитель без обиняков все объяснил. Чутянь сразу понял, что происходит. Когда семья Дунфан получила чертежи энергетического оружия, безмолвный правитель и король Южного Лета приказали своим исследовательским отделам начать исследование. Безмолвный правитель, наконец, разгадал ловушку Чутяня. В плане не было чертежей энергетического магазина. Получить энергетические магазины можно было лишь в центральном государстве. Иными словами, даже если имперский город будет производить энергетическое оружие, они не смогут им пользоваться, если не будут покупать у торгового чуда энергетические магазины. Узнав об этом, король Южного Лета вышел из себя и даже хотел забрать чертежи у Чутяня силой. Но безмолвный правитель остановил его, потому что уже имел дело с Чутянем и понимал, как тяжело с ним справиться. Нелегко было давить на Чутяня теперь, когда он обзавелся влиянием. Самым главным было то, что безмолвный правитель уже знал, что основным материалом для энергетических магазинов была кристаллическая нефть. Большая часть кристаллической нефти добывалась в центральном государстве. У торгового чуда с самого начала был завод батарей, и они контролировали большую часть запасов кристаллической нефти. Если они хотели производить магазины, им нужны были чертежи энергетических источников и контроль над шахтами торгового чуда. Это была жизненная сила Чутяня. От этой энергии зависели все продукты торгового чуда. Не говоря уже о том, что в разных видах оружия были разные магазины. У имперского города не было возможности их производить, и если они обидят Чутяня, то получат пощечину.
За 2 месяца исследований лаборатории семьи Дунфан нашли способ компенсировать нехватку энергетических магазинов. Безмолвный правитель продемонстрировал Чутянь очень сложный энергетический источник. Когда магазин пустеет, пользователь может влить в оружие свою духовную энергию, заменив магазин. Они могут стрелять с помощью духовной энергии. Гу Цаньцу поразился. Вы тайно закончили этот проект. Он был министром семьи Дунфан, поэтому Гу Цаньцу прекрасно понимал, насколько сильна эта семья. Однако было невероятно, что семья Дунфан разработала такой проект за спиной торгового чуда и Гу Цаньцу. Если вы завершите его, я вам не понадоблюсь. Закатил глаза Чутянь. Но вы бросили на этот проект столько сил и финансов, а зашли в тупик. У вас нет выбора, кроме как попросить меня о помощи. Безмолвному правителю стало немного неловко. Семья Дунфан хотела завладеть оружием, которое будет более эффективным, чем у торгового чуда. Они не знали, что Чутянь может решить эту проблему за несколько минут, и его оружие окажется намного лучше. Гу Цаньцу посмотрел на схему. Работа сложная, все связи кажутся совершенными. Старец не видит ни одного недостатка. На самом деле все очень просто. Посмотрел на него Чутянь. Они применили неверные ключевые руны, и массив отказался функционировать. Эта модификация делает оружие очень хрупким, а каждый выстрел приводил бы к взрыву ствола. Сказав это, он взял ручку и обвел несколько мест. Теперь все должно быть хорошо, проверяйте. Так просто, широко распахнув глаза, ученые семьи Дунфан смотрели на него. Безмолвный правитель лично проверял модифицированное энергетическое оружие, и после выстрелов оно не взрывалось. Энергетическое оружие стало только лучше. Они могли стрелять даже без энергетических магазинов, полагаясь на духовную энергию солдат. Естественно, сила пули в таком случае зависела от силы обладателя оружия. Безмолвный правитель был очень подавлен. Семья Дунфан пригласила известного мастера. Однако талант, приглашенный из другой страны за большие деньги, несколько дней пытался разобраться в проблеме, которую Чутянь решил мгновенно. Какая между ними лежала пропасть? Если они хотели улучшить энергетический пистолет, они не могли отказываться от Чутяня. Есть уже 500 пистолетов, а скорость нашего производства увеличилась до 200-300 в день, принялся объяснять безмолвный правитель. Недавно мы стали производить пулеметы. Это очень даже быстро, недостаточно быстро. Загорелись глаза у безмолвного правителя. Когда ежедневное количество пистолетов достигнет 1000, цель будет достигнута. Правитель лично возглавит армию и поведет ее на север. Что? Безмолвный правитель был готов выступить против гончих войны. Это была взрывная новость. Гончие войны страдают от внутренних раздоров, а страна Южного лета 20 лет собиралась силами, и теперь у нас в армии больше 1 миллиона человек. Благодаря энергетическому оружию мы победим гончих войны, сказал безмолвный правитель и вдруг посмотрел на Чутяня. Это хорошая возможность выслужиться, интересует. А чем ты меня просишь? Я не поведу войска. Правитель сделает тебя вице-директором, тебе не нужно будет ничего делать. Когда битва закончится, у тебя будет достаточно заслуг, чтобы по возвращению в имперский город стать маркизом. Сказал безмолвный правитель. Ты еще молод, в будущем ты можешь стать и правителем. Для тебя это очень хороший шанс, Чутянь рассмеялся. Забудьте, сражения меня не интересуют, а титулы и того меньше. Это был хороший шанс, упавший с небес. Чутяню нужно было лишь последовать на фронт за безмолвным правителем, чтобы получить титул маркиза. Естественно, если Чутянь станет маркизом Южного лета, у него будет свое государство. Существовала ли более стабильная позиция, гончие войны были уязвимы и не могли остановить людей. Если страна Южного лета подкрадется и одним махом уничтожит несколько племен, у них будет большой шанс победить в войне. Чутяню не хотелось легкой работы, неизвестно, что он действительно думал по этому поводу. Проникновенно глядя на него, безмолвный правитель произнес: «Ты должен тщательно взвесить плюсы и минусы этого шанса, его не так-то легко заслужить. Получить титул маркиза — то же самое, что достичь небес. Королю Южного лета придется тебя уважать, а поддержка торгового чуда станет еще сильнее». Глава 304. Участие в королевском банкете. Жители страны Южного лета считали титул маркиза величайшей честью и достижением. Почему Чу Синхэ так высоко ценил людей, и на него работали много людей? Разве не потому, что он был одним из тех, кто обладал достаточной силой, чтобы стать маркизом? Как только он получит титул маркиза, естественно, люди будут стекаться к нему, чтобы получить выгоду, пустые звания не интересовали Чутяня. Наибольшее преимущество маркиза заключалось в том, что он управлял государством. Оставлять себе можно было все, кроме налогов и ресурсов, отправляемых в имперский регион. Как только человек становился маркизом, ему больше не приходилось беспокоиться о деньгах, ежедневно просыпаться и зарабатывать деньги. Конечно, чтобы маркиз не оказался небрежным, у наследственной системы страны было требование. Заключалось оно в том, что преемник перед тем, как унаследовать титул родителя, должен обладать достаточной силой, престижем и заслугами.
Иными словами, процветание семьи зависело от будущего поколения. Титул маркиза был не просто честью, но и урожайной нивой, которая позволяла семье быстро развиваться. Для такого молодого юноши возможность стать маркизом была беспрецедентной. Но почему Чутеня это не волновало? Безмолвный правитель не был глупым и понимал, что амбиции Чутеня не ограничиваются одной страной. Но как насчет денег и ресурсов, которые принесет титул маркиза? Именно этого и не хватало торговому чуду. Ему не придется брать на себя большую ответственность, очень жаль, если он покинет страну Южного лета. Безмолвный правитель не мог применить силу, потому что это оказало бы противоположный эффект. Поэтому ему оставалось лишь надеяться, что он все обдумает. «Давай не будем пока об этом говорить», — сменил тему безмолвный правитель. «Тебя много хвалят. Разве ты не боишься неприятностей?» Безмолвный правитель мастак рассказывать анекдоты. Пожал плечами Чутянь и беспомощно сказал: «Честно говоря, для меня нет разницы между высоким и низким. Есть вещи, которые нельзя скрыть». Чутянь и торговое чудо шли наперекор планам многих людей. Недовольства были неизбежны, и Чутянь не мог с ними справиться, хоть и хотел. «Раз так и было, почему он должен был их бояться? Осознание у тебя есть», — неуверенно произнес безмолвный правитель. «Но ты должен помнить, что с тобой хотят разобраться правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель, это будет нелегко». Почему? Эти двое отличаются от других глав семей центрального государства. В будущем ты поймешь причину, правитель не должен тебе объяснять. Твоя самая большая проблема не в них, а в семье Ван. Что? Семье Ван. Если бы безмолвный правитель не говорил так серьезно, Чутянь подумал бы, что он шутит. Совсем недавно семья Ван была словно мышки. Они оказались в очень трудной ситуации и не могли сопротивляться. У их семьи были влияние и власть. Как они оказались в такой ситуации, безмолвный правитель вышел на базу. Глядя на пустое синее небо, он вдруг многозначительно сказал: «Сегодняшний королевский банкет непрост, тебе нужно быть осторожным». Потом приземлился кроваво-красный грифон, и безмолвный правитель, оседлав его, направился в сторону имперского города. Кажется, правитель на что-то намекал, спросил Чутянь у Гу Цаньцу, который стоял рядом. «Эй, ты понимаешь, о чем он говорит?» Серьезным тоном Гу Цаньцу сказал: «Думаю, предупреждение правителя подразумевает, что на королевском банкете есть опасность». «Чёрт, у тебя голова дубовая». Недовольно поморщился Чутянь. «Я дурак, который не может понять даже этого». «Можешь сказать что-то, чего я не знаю?» Гоу Цаньцу с неловкостью вытер пот. «Почти все время я провел в лаборатории, поэтому старец не знает, что случилось в суде. Насколько я знаю, на банкете могут появиться 2 человека. Вероятно, правитель хочет, чтобы ты был начеку, и опасался именно этих 2 людей». «Каких 2? Первый — боевой маркиз 1-го класса, маркиз Тлеющего Пламени». Так это он. У маркиза Тлеющего Пламени был высокий статус. Он был не только почитаемым маркизом, но и возглавлял армию Тлеющего Пламени. Еще этого генерала называли боевым маркизом. Среди 8 маркизов было 4 боевых маркиза. Маркиз Золотой Стрелы из Грозового государства, маркиз Запада из Южного государства и маркиз Зеленого облака из государства Цан были боевыми маркизами 2-го класса, а боевым маркизом 1-го класса был лишь маркиз Тлеющего Пламени. У маркиза Божественного Ветра из Центрального государства, маркиза Зеленого Леса из государства Цин и остальных были отряды, но эти отряды предназначались только для обороны, и их не призывали на поле боя. Тогда кто же второй? Это Ван Тяньлун, молодой командир армии Боевого Дракона. Чутянь был знаком с историей семьи Ван. Хоть королевская семья страны Великого Лета пала, и они почти исчезли, кровь королевской семьи оказалась сильной, их процветание обеспечивал врожденный талант. Всякий раз, когда они были на грани угасания, всегда находился тот, кто поддерживал их. Великий дедушка Ван Тяньлуна был уважаемым маркизом Южного Лета. Не получив за 2 поколения талантов, они, наконец, потеряли наследие маркиза. А рождение Ван Тяньлуна снова подарило семье Ван надежду. С юности он проявлял удивительный талант. Он был талантлив не только в искусствах, но и в командовании. Он пошел в армию, когда ему было всего 15, а в 20 он возглавил армию Боевого Дракона семьи Ван. Через 10 лет армия увеличила силы и заработала еще больше заслуг, сделав семьи примечательной. Чутянь поставил семью Ван в скверное положение, поэтому Ван Тяньлун, видимо, не собирался его опускать. Гоу Цаньцу сразу же добавил: «Но не стоит беспокоиться. Есть безмолвный правитель и этот старец, само по себе торговое чудо не слабое, и против него не просто выступать, что ж, валяйте». Чутянь не возражал. Королевский дворец был очень оживлен, дворцовые ворота были широко распахнуты, а вокруг носились бесчисленные горничные. От главного зала к воротам тянулся огненно-красный ковер, а с обеих его сторон выстроились в линию королевские рыцари. Их отполированные оружия и доспехи смотрелись очень ярко, потому что отражали сверкающий свет. Каждый сидел на грифоне, на котором не было ни пятнышка пыли.
Они стояли, словно статуи, приветствуя приходящих гостей. Команда почетной стражи с оружием в руках выглядела великолепно. Впереди шли король Южного Лета Дун Фанхао, безмолвный правитель Дун Фангань, правитель Пылающего Солнца Наньгун Янь и совершенный правитель Шангуань Цанфэн. Остальные министры следовали за ними. «Почему ты пришел только сейчас? Быстро сюда!» Потянула его Мэн Ин, почесав голову, сказала. «Сегодня должно произойти нечто важное. Посмотри на этот строй, пришли король и 3 правителя, это зрелище кого угодно может напугать до смерти». Здесь были сестры Мэн, Наньгун Юнь и Чэнь Бин Юй. Мэн Цину была, как и всегда, спокойной, Мэн Ин возбужденной и потрясенной, а у Чэнь Бин Юй было холодное выражение лица, словно ей было все равно. Обычно радостная Наньгун Юнь пряталась за другими, словно боялась показывать лицо. Она боялась правителя Пылающего Солнца. Прибыл господин маркиз Тлеющего Пламени, вдруг прозвенел гонг, и лицо Наньгун Юнь стало еще бледнее. Кулаки сжались, она не могла сдержать дрожь. Неизвестно, ярость это была или страх. «Не волнуйся», — похлопал ее по плечу Чутянь, «в конце концов, ты должна с ними встретиться, при мне они не посмеют выступать против тебя». Обычно Наньгун Юнь была очень сильной, но сейчас выглядела жалко, словно маленький белый кролик. Мэн Цин утешила ее. «Наньгун, ты член торгового чуда. Без нашего разрешения никто не уведет тебя от нас». «Верно, верно». Взмахнула кулаком Мэн Ин. «Старшая Наньгун, ты должна вести себя гневно, как обычно, все тут тебя поддерживают», это очень тронуло сердце Наньгун Юнь. Всем было ясно, что за власть в руках семьи Наньгун, но они не могли пойти против такого чудовища. Она ощутила благодарность и чувство вины. Если бы торговое чудо сопротивлялось нынешней семье Наньгун, им было пришлось заплатить высокую цену. Стоило ли оно того, Наньгун Юнь знала, что в компании она не так уж и незаменима. Она была не такой умной, как Мэн Цину, которая управляла всей компанией. Она была не такой умной, как Чэнь Бин Юй, которая была способна защитить Чутяня. Естественно, у нее не было особых отношений с Чутянем, как у Мэн Ин. Наньгун Юнь понимала, что торговое чудо легко может ее выбросить. Сопровождаемая шагами, медленно вошла команда. Одежды ее были очень странными, каждый из команды был в тяжелых доспехах, а в руках держал огромный меч высотой с человека. На краю клинков были выгравированы огненные руны, которые испускали несравнимо жаркую энергию огня. Это была знаменитая армия тлеющего огня семьи Наньгун. Семья Наньгун была даже старше страны Великого Лета. Их можно было считать наследниками Феникса, в их крови содержалось больше всего энергии. В стране Южного Лета семья Наньгун играла важную роль, потому что военных талантов в ней было, что облаков в небе. Солдаты, культивирующие тайные техники семьи Наньгун, были лучшими солдатами страны. Боевая мощь солдат Тлеющего Пламени была ужасающей. Их усыновляли в самом детстве, их тело совершенствовали особыми лекарствами, делая их крепкими, как камень, снижая их болевые ощущения. Еще им доставались тайные культивационные техники, позволяющие тренироваться примерно 10 лет. Тайная техника семьи Наньгун превозносила потенциал солдата, делая его жизнь не очень длинной, однако гарантируя боевую мощь. Все они были на пике 9-го уровня пробужденной души, обладали особыми боевыми искусствами и снаряжением, а боевой эффективности этих солдат было достаточно, чтобы гончие войны дрожали от страха. 80 тысяч солдат во главе с маркизом Тлеющего Пламени были непобедимы. 10 лет назад солдаты маркиза Тлеющего Пламени погибли в трагической битве, но они унесли с собой в 3 раза больше лучших гончих войны. У маркиза остался последний отряд таких солдат, и в стране Южного Лета они были тяжелейшей пехотой. Маркиз Тлеющего Пламени стоял впереди. У него были рыжие волосы семьи Наньгун и телосложение, которое было ни худым, ни толстым. Глаза его были красными, как горящие факелы. Одет он был в темно-красную броню и огненно-красный плащ. Когда он шел, люди чувствовали, как от него исходит давящий жаркий ветер. Позади маркиза Тлеющего Пламени стояли 7. 6 из них были высокопоставленными членами семьи Наньгун и министром. Всех их воспитал маркиз Тлеющего Пламени, каждый из них был опытным экспертом 9-го уровня пробужденной души. Другой был юношей, которому было около 16 лет. Его рыжие волосы говорили, что он из молодого поколения семьи Наньгун, а сам он был очень похож на маркиза Тлеющего Пламени. Этот юноша был самым важным солнцем маркиза Тлеющего Пламени, преемником маркиза Наньгун Цзинем. «Приветствую короля, приветствую правителей», маркиз Тлеющего Пламени повел команду за собой, чтобы принять приветствие. Несколько сотен солдат Тлеющего Пламени опустились на колени. Король Южного Лета и 3 правителя обменялись кивками. На лице правителя Пылающего Солнца красовалось гордое выражение, поэтому что это была гордость его семьи Наньгун.
Глава 305. Внутрисемейная битва. Маркиз Тлеющего Пламени был боевым маркизом первого класса и обычно возглавлял войска, выходящие из страны. Если ничего не происходило, он возвращался в имперский город. Сегодня происходило нечто важное, это был не просто королевский банкет. Многие замечали, что перед королевским дворцом находится церемониальная сцена, чтобы выдавать награды, но не понимали, как ей будут пользоваться. Солдаты Тлеющего Пламени стали усаживаться. Остальные последовали на свои места. Маркиз Тлеющего Пламени соколиным взглядом посмотрел на Чутеня, и его взгляд упал на Наньгун Юнь. Глаза его стали ледяными, и он холодно произнес: «Наньгун Юнь, ты младшая семьи Наньгун, но тебя защищает малая семья. Ты не поприветствовала маркиза, не преклонила колени перед правителем, ты не считаешь себя членом семьи Наньгун». Эти слова привлекли всеобщее внимание. Скучное ожидание можно было скрасить перепалкой. Глаза короля Южного Лета вспыхнули, но выражение лица осталось прежним, словно он не собирался вмешиваться. Наньгун Юнь уродливо искривилась. Это был уважаемый маркиз ее семьи, можно было представить, какое давление она ощущала. «Приветствую маркиза Тлеющего Пламени». Смело выступила вперед Наньгун Юнь, она не была слабой. «Приветствую правителя», король Южного Лета произнес. «И, правитель Пылающего Солнца, у семьи Наньгун есть такая выдающаяся младшая, почему король прежде ее не видел? Наньгун Юнь постоянно жила далеко, так что Ваше Величество не могло ее увидеть. Маркиз Пылающего Солнца давил на Наньгун Юнь своей аурой, возвращаться никогда не поздно. Семья признала твой потенциал, и правитель гарантирует, что тебе не будет трудно, если ты вернешься. Правитель Пылающего Солнца осознавал важность Наньгун Юнь. Младшая, которую семья Наньгун даже не видела, стала членом торгового чуда. Если они смогут управлять Наньгун Юнь, то семья Наньгун урвет у торгового чуда большой кусок мяса. Мне хорошо в торговом чуде, я пока не планирую возвращаться. Наньгун Юнь была собой. Даже правителю Пылающего Солнца она не боялась сказать такие слова. Будь уверен, правитель, Наньгун Юнь всегда будет потомком Феникса. Даже после смерти правитель Пылающего Солнца нахмурил брови. «Что за чушь?» — сказал маркиз Тлеющего Пламени, холодно рассмеявшись. «Думаешь, ты умеешь вести переговоры? Уйдя из семьи Наньгун, ты пошла против законов семьи. Если ты не вернешься и не примешь наказание, маркиз лично тебя покалечит и восстановит имя нашей семьи. ПФ, что за надменный человек? При мне, Чутяне, ты смеешь угрожать моим людям. Если я тебя не проучу, ты не поймешь, на что я, Чутянь, способен». Чутянь посмотрел на команду Гоу Цаньцу. Маркиз Тлеющего Пламени окружён уважением. Вышел из толпы старец, держащий длинную трость. Это был никто иной, как великий ученый Гоу Цаньцу. Гоу Цаньцу не боялся ругать даже безмольного правителя, что уж говорить про обычного маркиза Тлеющего Пламени. Чутяню не нужно было ничего делать. Его Величество и правитель Пылающего Солнца не упоминали про наказание, а ты сразу говоришь, что Наньгун Юнь надо покалечить. Как ты смеешь? Или ты чего-то боишься? Правитель Пылающего Солнца холодно посмотрел на него. Разве великий ученый не считает, что лезет в чужие семейные ценности? Семейные ценности. Разве это семейные ценности? С улыбкой спросил Гоу Цаньцу. Дело не только в ваших семейных ценностях, но и в вопросах страны, скорее, даже мировых вопросах. Старец не может закрывать на это глаза. Маркиз Пылающего Солнца помрачнел. Этот старик может молоть языком и подменять понятия. «Что за дерьмовая страна?» — праведным тоном Гоу Цаньцу произнес. «Наньгун Юнь, талант страны Южного Лета, редко можно встретить такие способности, но из-за эгоизма правителя Пылающего Солнца и грязных планов маркиза Тлеющего Пламени ее больше 10 лет назад отослали из имперского города. Хочу спросить, как часто появляются такие таланты? Эти люди лишили ее золотого десятилетия. Разве для короля Южного Лета это не тяжкая печаль и потеря?» Гоу Цаньцу не впервые это говорил, но сейчас он делал это перед королем Южного Лета и даже перед правителем Пылающего Солнца. Это была откровенная пощечина семье Наньгун и правителю Пылающего Солнца. Лицо правителя Пылающего Солнца становилось все темнее. Если бы это сказал кто-то другой, это не имело бы значения, но слова сорвались с уст великого ученого. Из-за влияния великого ученого это могло быстро распространиться по всей стране и стало бы для семьи Наньгун серьезным ударом. Скелеты должны храниться в шкафу. Этот момент следовало скрыть. Старца всегда озадачивало. Выступил вперед Чжаопу с мечом. У Наньгун Юнь невероятно редкий духовный источник божественного класса, и ее следовало отправить на подготовку в Большое Королевство. А семья Наньгун отнеслась к ней, как к слабой. Неужели среди них есть еще один талант с божественным источником? Вовсе нет. Вышел еще один ученый. Судя по тому, что знает старец, Наньгун Юнь из ветви маркиза Полыхающего Огня. Когда маркиз умер, душа исчезла, а кости его стали холодными, его влияние рассеялось, и в изгнание отправили множество людей с безграничным потенциалом.
Может ли правитель Пылающего Солнца об этом не знать? Мало того, что правитель все знал, он молча с этим согласился. Этот поступок обесчестил героический дух армии Полыхающего Огня. Действия семьи Нангун несправедливы, толпа людей сразу же принялась кричать. Ярость разрывала грудь правителя Пылающего Солнца. Если эти проклятые безумные псы кусают его, он не может не укусить их в ответ, верно? Их оружием была пощечина, и он не мог их победить. Стоило молчать, иначе они могли поймать его на горячем, а потом жестоко на него за это напасть. Маркиз Тлеющего Пламени сердито произнес: «Вы посмели очернить правителя, правда и ложь в сердцах людей». Громко сказал Гоу Цань Цу. Нангун Юнь — непрямой потомок правителя Пылающего Солнца, и он решил ее отвергнуть. Все знают, что сердце пристрастно, не так ли? Жао Пу добавил: «Ты уничтожил 10 лет жизни Нангун Юнь, а теперь хочешь уничтожить всю оставшуюся жизнь». Втайне Чутянь остался доволен. Неплохо, неплохо. У этих старцев была весьма мощная сила, Чутянь напрасно им не доверял. В имперском городе эти ученые были известны как безумные псы. Они были сведущи и в дебатах, и в неловких разговорах. Семья Нангун понимала, насколько сильны безумные псы, поэтому молчали. Даже полные гнева, они боялись говорить, чтобы их слова не использовали против них. Сестры Мэн очень удивились. Семья Нангун была слишком бесполезной. Чутянь, с которым было тяжело справиться, еще ничего не сказал, а старцы так их отделали, что они перестали сопротивляться. Результат несколько разочаровал. Не желая сидеть сложа руки, правитель Пылающего Солнца сложил руки на груди и с мрачным лицом сказал: «Духовный источник не определяет талант, твою силу определяет лишь врожденная способность. Вы слишком очевидно искажаете факты». Ученые собрались нанести ответный удар. Нангун Юнь — часть торгового чуда, и неважно, что сегодня наговорил правитель Пылающего Солнца, мы не отдадим Нангун Юнь. Раздался спокойный голос, и из толпы вышел Чутянь. Если правитель считает, что ученый предвзят, я могу решить эту проблему. Маркиз Тлеющего Пламени несколько удивился. Это был тот самый знаменитый Чутянь. Чутянь не применил острые аргументы, посчитав их бесполезными. Чем злее семья Нангун, тем больше проблем. Наилучшим способом решить проблему была атака на фундамент семьи Нангун. Итак, Чутянь посмотрел на Нангун Юнь. «Я считаю, что для моей культивации больше подходит торговое чудо, но правитель хочет, чтобы я вернулась в семью. Трудно сделать выбор, так давайте решим силой». Молот Нангун Юнь упал на землю, и она указала пальцем на Нангун Цзяня. «Ты посмеешь принять мой вызов?» И правитель Пылающего Солнца, и маркиз Тлеющего Пламени были ошеломлены. Вызов? Что Нангун Юнь задумала? Нангун Цзянь — один из выдающихся преемников семьи Нангун. Если я смогу его победить, это докажет, что в торговом чуде я стала сильнее, и я останусь в торговом чуде. Маркиз Тлеющего Пламени глухо спросил: «А если ты проиграешь? Если я проиграю, то отдам все свои запасы торговому чуду и вернусь в семью Нангун. А вы сможете поступить, как захотите». Лица членов семьи Нангун поникли. Это значило, что им придется забыть о торговом чуде вне зависимости от того, кто выиграет, а кто проиграет. Увидев это, король Южного Лета вмешался. Сегодня особенный день, нужны ли эти волнения? Как насчет того, чтобы проявить уважение к королю и прекратить это? Совершенный правитель сказал: «Ничего не случится, если два младших сразятся». Что тут обсуждать, мой король? ПФ, хочешь бросить мне вызов? Не успел маркиз Тлеющего Пламени заговорить, как вперед выступил Нангун Цзянь. Это сражение связано не только с честью семьи Нангун, но и с моей честью. Прошу Ваше Величество дать мне шанс. Взгляд Нангун Цзяня был полон презрения. Они были примерно одного возраста, но в его глазах Нангун Юнь была просто прислугой. Он издевался над ней, когда она была маленькой, а когда у Нангун Юнь обнаружился врожденный выдающийся талант, затмевающий все другие таланты, Нангун Цзянь стал ей завидовать. Откуда у члена ветви такая сильная родословная, это было просто неприемлемо. К счастью, Нангун Юнь вместе с отцом отправили в небольшой город. Спустя 10 лет Нангун Цзянь стал экспертом 7-го уровня истинной души. Он не уступал Дун Фанхажаню и Ван Тяньлуну, но ему не хватало времени. Нангун Цзиню было меньше 20 лет, Дун Фанхажаню было уже 27. Ван Тяньлуну было 30, Нангун Цзянь был уверен, будь у него достаточно времени, он догонит две гордости имперского города. В его глазах Дун Фанхажань и Ван Тяньлун были слишком слабыми, чтобы быть ему равными, но что насчет Нангун Юнь? Цель ее существования заключалась в том, чтобы он ее раздавил, но спустя 10 лет гадкий утенок из прошлого фактически превратился в красавицу, разрушающую народы. Если Нангун Юнь покалечат и отдадут ему в личное пользование, это было бы неплохо, у этой женщины была неплохая родословная. Если она родит ребенка, он не будет ей уступать. Нангун Юнь заметила взгляд Нангун Цзяня, и сердце ее наполнилось яростью. 10 лет назад он издевался над ней, но теперь она могла лично с ним расквитаться.
Правитель Пылающего Солнца и Маркиз Тлеющего Пламени видели ее насквозь. Наньгун Юнь не была слабой, она уже достигла 6-го уровня пробужденной души. Ее источником был огненный феникс, а обычно она сражалась даже с теми, кто был сильнее. Однако Наньгун Цзянь был между средней и высшей ступенью пробужденной души. Легко ли преодолеть такой разрыв, не говоря уже о том, что Наньгун Юнь культивировала лишь унаследованную технику, а многих боевых искусств не знала. Наньгун Юнь был прямым наследником, и, естественно, его усердно тренировали. В него вливали больше ресурсов, чтобы он достиг высокого уровня, и он не мог проиграть. Поэтому они согласились. Маркиз Тлеющего Пламени тихо произнес: «Не трать время, ты закончишь бой за 5 ходов». Наньгун Цзянь сложил ладони. Да, это был хороший шанс похвастать силой перед королем Южного Лета, 3 правителями и различными влиятельными людьми. Возможно, если он продемонстрирует всю свою силу, к 2 гордостям имперского города прибавится 3-я. Ты это слышала? Они говорят, что победят тебя за 5 ходов. Сказал Чу Тянь Наньгун Юнь. Что ж, ты должна поторопиться, расслабься. Издала смешок Наньгун Юнь. Этому отбросу хватит и одного хода.